Загадки Тиуанака и Пума-Пунку. Тайны древних цивилизаций. Представьте себе, вы стоите посреди высокогорного плато Альтиплано в Боливии, на высоте почти 4000 метров над уровнем моря. Вокруг суровые пейзажи, разреженный воздух, а перед вами гигантские каменные блоки, вырезанные с такой точностью, что между ними не пролезет даже лезвие бритвы. Это Тиуанака и Пума-Пунку, древние археологические комплексы, которые бросают вызов всему, что мы знаем о прошлом человечества. Эти места, затерянные в глубине Анд, окутаны тайнами. Кто их построил, как и зачем? Почему технологии, использованные здесь, кажутся настолько продвинутыми, что даже современные инженеры разводят руками? Сегодня мы отправимся в путешествие по этим загадочным руинам, чтобы попытаться разгадать их секреты, рассмотреть самые смелые теории и понять, почему Тиуанака и Пума-Пунку до сих пор волнуют умы ученых, археологов и любителей тайн. Тиуанака. Город богов или астрономическая обсерватория? Начнем с Тиуанаку. Этот комплекс, расположенный неподалеку от озера Титикака, считается одним из старейших в Южной Америке. По официальным данным, его расцвет приходится на 200-тысячные годы нашей эры. Но некоторые исследователи настаивают, что самые древние части могут быть гораздо старше, возможно, 10-15 тысяч лет. Почему такая разница? Дело в том, что датировка Тиуанака – это отдельная загадка. Радиоуглеродный анализ органических остатков дает разные результаты, а астрономические вычисления, основанные на расположении некоторых структур, намекают на гораздо более ранний период. Главное, что поражает в Тиуанака – это его монументальность. Пирамида Акапана, центральное сооружение комплекса, представляет собой семиступенчатую структуру высотой около 18 метров. Но это не просто груда камней. Археологи обнаружили, что внутри пирамиды скрыта сложная дренажная система, которая позволяла отводить воду даже во время сильных ливней. Это впечатляет, если учесть, что регион Альтиплано славится сезонными наводнениями. Кто-то в древности явно знал, как справляться с капризами природы, и делал это с инженерной точностью. Еще одна жемчужина Тиуанако – Врата Солнца. Это массивная каменная арка, вырезанная из единого блока андезита весом около 10 тонн. На ней выгравирован сложный барельеф, изображающий божество, окруженное 48 крылатыми фигурами. Ученые считают, что это может быть астрономический календарь, связанный с движением Солнца и звезд. Но вот что интересно. Некоторые элементы на барельефе напоминают символы, найденные в других частях мира, например, в Месопотамии или даже в Древней Индии. Случайность? Или свидетельство того, что древние цивилизации были связаны между собой гораздо теснее, чем мы думаем? Полуподземный храм Тиуанака добавляет еще больше вопросов. Его стены украшены сотнями каменных голов, каждая из которых, судя по всему, изображает представителя разных этнических групп. Это как галерея портретов древнего мира, разные прически, черты лица, даже головные уборы. Зачем это было сделано? Возможно, Тиуанака был чем-то вроде международного центра, куда стекались люди из разных уголков континента. Или это символическое изображение единства человечества? А может, эти головы вовсе не людей, а божеств, или даже инопланетных существ, как предполагают сторонники палеоконтакта? Звучит фантастично, но, глядя на эти руины, начинаешь задумываться о самых невероятных версиях. Пума-Пунку – технологии из другого мира? Если Тиуанака впечатляет своей монументальностью, то Пума-Пунку, расположенный всего в паре километров, заставляет сомневаться в реальности. Этот комплекс – настоящий вызов для современной науки. Здесь вы найдете знаменитые H-блоки – каменные конструкции, напоминающие детали гигантского пазла. Каждый блок вырезан с ювелирной точностью. Углы идеально прямые, поверхности отполированы до зеркального блеска, а некоторые блоки имеют сложные вырезы и пазы, которые идеально подходят друг к другу. И вот что поражает. Некоторые из этих блоков весят до 130 тонн. Как их вообще поднимали и транспортировали в условиях высокогорья, где даже дышать тяжело? Для контекста. Современные краны могут поднимать такие грузы, но в древности ничего подобного не существовало. По крайней мере, так считает традиционная археология. Но давайте задумаемся. Если у древних жителей Альтиплано не было ни металлических инструментов, ни колесного транспорта, как они обрабатывали андезит, один из самых твердых камней?
Некоторые исследователи предполагают, что могли использоваться алмазные инструменты. Но алмазы в этом регионе не добывали, а их обработка требует невероятного мастерства. Другие говорят о геополимерном бетоне, технологии, при которой камни не вырезаются, а отливаются, как современный бетон. Звучит правдоподобно, но химический анализ блоков Пума-Пунку показывает, что это натуральный камень, а не искусственный материал. Еще одна загадка – следы обработки. На некоторых блоках видны тонкие, идеально ровные линии, напоминающие следы лазерной резки. Это, конечно, не значит, что древние использовали лазеры, но как они добились такой точности? Один из местных гидов как-то сказал мне: «Эти камни выглядят так, будто их сделали машины, а не люди». И знаете, сложно с ним не согласиться. Даже современные станки с числовым программным управлением с трудом могут повторить такую точность без значительных затрат времени и ресурсов. Кто и зачем построил эти комплексы? Теперь главный вопрос. Кто стоит за Тиуанако и Пума-Пунку? Официальная наука приписывает их культуре Тиуанако, которая доминировала в регионе около 2000 лет назад. Но эта цивилизация, судя по всему, не обладала ни письменностью, ни сложными инструментами. Как же они создали такие сооружения? И главное, зачем? Одна из теорий гласит, что Тиуанако и Пума-Пунку были частью астрономического комплекса. Расположение некоторых структур, таких как врата Солнца, идеально соответствует движению небесных тел. Возможно, это была гигантская обсерватория, где жрецы отслеживали сезоны, предсказывали затмения и проводили ритуалы. Но тогда почему так много усилий было вложено в обработку камней? Ведь для астрономии не нужны идеально отполированные блоки весом в 100 тонн. Другая теория – ритуальная. Пирамида Акапана, полуподземный храм, каменные головы – все это намекает на религиозное значение. Возможно, Тиуанако был центром паломничества, где собирались представители разных племен для поклонения общим богам. Но опять же, зачем такая сложность? Почему не построить что-то проще, как это делали другие культуры того времени? И тут мы подходим к самой интригующей гипотезе. Тиуанако и Пума-Пунку могли быть частью глобальной сети древних цивилизаций. Эта идея звучит как сюжет фантастического фильма, но давайте посмотрим на факты. В Тиуанако была найдена так называемая чаша Фуэнте-Магна – керамический сосуд, покрытый надписями, напоминающими протошумерскую клинопись. Как она оказалась в Боливии, за 1000 километров от Месопотамии? Некоторые исследователи предполагают, что древние мореплаватели могли пересекать океаны задолго до Колумба. Есть и другие артефакты – статуэтки, похожие на африканские, и орнаменты, напоминающие индийские. Это намекает на то, что Тиуанако мог быть перекрестком культур, местом, где встречались люди с разных континентов. Но есть и более смелая версия – теория палеоконтакта. Сторонники этой идеи утверждают, что такие сложные сооружения могли быть построены с помощью внеземных технологий. Звучит как фантазия, но давайте разберемся. Хач-блоки. Пума-Пунку, идеальная резьба, астрономическая точность – все это кажется слишком продвинутым для эпохи, когда люди, по официальной версии, только начинали осваивать металлургию. А что, если древние жители Альтиплано получили знания от неких учителей из космоса? Конечно, это всего лишь гипотеза, и никаких прямых доказательств нет. Но когда ты стоишь перед 130-тонным блоком, вырезанным с лазерной точностью, невольно начинаешь задаваться вопросами. Почему эти места так важны? Тиуанако и Пума-Пунку – это не просто груда камней. Это вызов нашей картине мира. Они заставляют нас пересмотреть, что мы знаем о прошлом человечества. Если эти комплексы действительно были построены 10-15 тысяч лет назад, то вся хронология развития цивилизации летит к чертям. Если их создатели использовали технологии, сравнимые с современными, то где эти технологии исчезли? И если Тиуанако был частью глобальной сети, то почему мы так мало знаем о контактах между древними культурами? Эти вопросы волнуют не только ученых, но и обычных людей. Тиуанако и Пума-Пунку – это напоминание о том, как много тайн еще скрывает наша планета. Каждый камень здесь – это страница книги, которую мы только начинаем читать. И кто знает, какие ответы мы найдем, если продолжим копать, в прямом и переносном смысле. Но есть и другая сторона. Эти места учат нас смирению. Мы с нашими небоскребами и смартфонами часто думаем, что мы – вершина прогресса. Но глядя на эти руины, понимаешь, возможно, кто-то 1000 лет назад уже знал то, что мы только начинаем открывать. Может, они смотрели на те же звезды, задавали те же вопросы и, возможно, были ближе к ответам, чем мы.
Заключения Тиуанака и Пума-Пунку – это больше, чем археологические памятники. Это загадка, которая заставляет нас задуматься о наших корнях, о возможностях человеческого разума и о том, что мы еще не знаем о себе. Они напоминают нам, что история – это не линейный путь от примитивных племен к современным технологиям, а сложная мозаика, полная пробелов и тайн. Так что если вы когда-нибудь окажетесь в Боливии, обязательно посетите эти места. Постойте перед вратами солнца. Прикоснитесь к зеркально-гладким блокам Пума-Пунку и попробуйте почувствовать, что пытались сказать нам их создатели. Может, они оставили нам послание, и мы просто пока не научились его читать. А что вы думаете? Были ли Тиуанака и Пума-Пунку делом рук древней высокоразвитой цивилизации? Или это следы внеземного вмешательства? А может, просто гениальность наших предков, которую мы недооцениваем? Напишите в комментариях, давайте обсуждать. И не забудьте поставить лайк и подписаться, если хотите больше таких путешествий в мир древних загадок.